не один единственный Сын Божий, а множество. То, к чему Христос тащил своих учеников, Будда тащил своих учеников, там, суфии тащат своих учеников, Кришна тащил своих. Все странники делают только одно. Они пытаются делать из нас таких же, как они. А темные делают наоборот. Они делают стадо рабов, которые будут им прислуживать. Чек-лист, светлый, темный. Как идти? Как выбирать? Вот именно тьма больше развивает интеллект, а свет больше развивает душу, сердце человека. Также, если говорить об отношении к людям, то тьма относится к людям просто как мясник относится к скоту. Да? Этих зарежу сегодня, этих зарежу завтра, этих послезавтра. То есть для тьмы человек – это просто материал. Ну, как на острове Эпштейна. Тут интересный парадокс возникает, что получается правители, власть имущие, те, кто находится во главе стран, они осведомлены об этих всех действиях, о странниках и определенных взаимодействиях ментальных, получается. И многие события вообще, получается, предопределены. Тогда есть ли смысл вообще искать какое-то свое предназначение? И да, и нет. Я расскажу. Это очень интересно. Дело в том, что для каждой планеты существует план ее развития на миллионы лет вперед. И странники, по большому счету, осуществляют этот план. Это, знаете, как вот в школу ходят дети, там есть администрация, учителя, которые должны провести этих детей из класса в класс, чтобы те получили, в конце концов, диплом образования и какие-то знания остаточные, которые успели остаться, закрепиться. То же самое странники. Есть план, по которому они ведут наше человечество. И следуем мы этому плану, не следуем. Они как-то подправляют. Иногда сильно вмешиваются, иногда вообще не вмешиваются. Привожу такой пример. Было очень четко суждено, что США, Америка, Соединенные Штаты Америки очень мощное влияние окажут на весь мир. И это было задумано еще миллионы лет назад. Создание такой страны. И изначально планировалось, что власть и странники вместе, рука об руку, в этом государстве будут творить его политику, его будущее. Там, в то время как в Европе реакционность, зажимают мыслителей, в США будет полная свобода. Всем. Собственно, что и произошло. Но как же отделить США от Британии? Британия была сильна. Армия, флот, блокаду они устраивали и так далее. Странники вмешались. Во-первых, когда Сенат колебался, то именно один из странников, Сен-Жермен, его называли еще Шабарон, это странствующий странник, который не живет в Шамбале, а который вовне Шамбала. Шабарон. Такой специальный термин есть. Он вышел, как друг Джорджа Вашингтона, на кафедру и произнес горячую речь о будущем Америки, что она будет великой, и закончил словами «Америка да будет свободна». Всех зажег, все рукоплескали, и на этой волне быстренько подписали вот эту хартию независимости. Кроме того, именно странники основали однажды масонское общество. И когда масоны были сильны, и в руках у масонов были многие священные манускрипты, знания, технологии, то как раз-таки в это время и создавался город Вашингтон вместе со странниками. А потом странники отошли в сторону и дали всему развиваться, как они всегда это делают, своим чередом. Или другой пример. Мы знаем, что железный хромец Тамерлан пришел на Русь, дошел до Рязани, развернулся и ушел. Почему? Из Шамбала прилетел приказ, а при Тамерлане был советник Шамбала, который говорит, дальше нельзя, все, цыц. Больше того, когда войско турок хотело захватить Европу и могло это сделать, потому что турки были монолитными, а Европа была разрозненной, то Тамерлану дали приказ разбить войско турок, чтобы Европу не захватить, потому что Старый Свет с его культурой, с его наукой был нужен Шамбале, потому что в плане Шамбала не было захвата турками Европы. Просто он взял как инструмент, как таран, разбил их войско. Это все описано в дневниковых записях Елены Рерих, Николая Рериха, Елены Петровны Блаватской, которые были учениками странников, учились в их ашрамах и потом много чего интересного, полезного рассказывали. Или другой пример.
Сергий Радонежский, основание вообще, в принципе, русской духовности, да. Это человек, который жил, где сейчас Сергиев Посад, там чуть рядышком, и он однажды сходил в Кольчугино, Владимирская область, там недалеко, буквально километров 50, и обнаружил, что жители Кольчугина сходили на восток и дошли Беловодье. И ему про это рассказали. Сергий Радонежский, будучи тогда еще не святым, будучи молодым человеком, взял и вместе с ними дотопал до Беловодья, Шамбала, да, то самое. Учился там 3 года, вернулся обратно. И Елена Рерих с Николаем Рерихом занимались историческими записями, раскопками, еще живя в России дореволюционной. И каждое лето были на раскопках, они были археологами. Нашли эти записи и выяснили, что Сергий Радонежский, оказывается, Беловодье посещал и учился, и когда вернулся, рассказывал своим ученикам о том, что в будущем будут ездить железные машины, летать железные птицы, переносить людей в своем брюхе, и вообще человечество будет очень большое. Тоже это известно. И какие-то методики странников Сергий Радонежский принес с собой, и им обучал, и благодаря тому, что пользовался ими, тоже достиг, собственно говоря, своей святости. Поэтому истоки русской святости лежат в Беловодье, так на секундочку. Поэтому кто хочет, тот найдет. А кто не нашел, ну, значит, наверное, не очень сильно хотел. Дмитрий, а вы сами странником не являетесь? Я встречался со странниками несколько раз. Больше того, несколько раз меня уберегли прямо от реальной опасности, серьезной. Когда один из странников за год заранее сказал: тебе нужно вот в этом месяце, в это число не быть в этой стране. Вот. И я такой: почему? Будет опасно, не надо. И действительно, именно в это число пришла полиция по мою душу, по навету. Если бы я там был, могли бы арестовать, и машина могла бы перемолоть. Да? Но так как я вовремя свалил, то, соответственно, все обошлось, а потом как бы пролетело мимо. Или тоже один из странников сказал, что в этот день, в этом числе, в этом году будет опасность в твоей жизни. Будь очень осторожен, потому что прям вот... В этот день угораздило меня в Непале ехать в пикапе по горной дороге, где с одной стороны отвесная стена, а с другой стороны обрыв, с водителем, у которого прямо во время движения начался эпилептический приступ. Но так как я был готов, то вовремя перехватил управление, а руль дернул влево, и мы въехали в стену, слава богу, притерлись, и все выжили. Вот, то есть такие вот вещи были. Странники – это люди бессмертные. Они не стареют, они обладают сверхспособностями, для них время не имеет особого значения, и они четко делают свою работу, даже, я подозреваю, во многих мирах одновременно. Я старею, я не являюсь бессмертным, и из тех сверхспособностей, которые я смог себе воспитать, это банальное целительство, то самое, которым странники обучают практически всех. Вспомните того же Сен-Жермена, графа Калиостро. Сен-Жермен был шабароном, странником, а Калиостро был его учеником. И они умели целить, причем делали это очень хорошо. Но потом Калиостро, собственно, скурвился, решил на этом очень много заработать денег, решил стать богатым, и жадность поселилась в его душе. А корость — это такое... не должно быть. Помните, как лампа Аладдина? Она может быть в руках только чистого сердца. Вот он загрязнил свое сердце богатством. И поэтому, собственно, Шабарон Сен-Жермен снял с него свою защиту, и голова покатилась. Но есть сами странники, которые бессмертные, а есть их ученики, сотрудники. Я такой сотрудник. Прям вот настоящий, 100%. Доверенное лицо странников. В некотором роде, да. В том смысле, что получаю иногда указы, предупреждения, во мне развили многие способности, но при этом я человек, который все-таки не является бессмертным. То есть тело стареет. Так же, как, собственно говоря, и Николай Рерих тоже. Он состарился и умер, собственно говоря, от старости. Как Елена Блаватская тоже умерла от болезни. То есть не обязательно ученики странников будут бессмертны, но некоторые могут. Но на самом деле наша биологическая оболочка в любом случае должна когда-то рано или поздно уйти. Хотя очень многие искали этот знаменитый философский камень. Я в свое время помню, мы лет 15 назад рассекречили одни интересные документы еще периода 30-х годов.
И вот на полном серьезе наши властные органы пытались разгадать секрет философской камня, причем не того, который делает из свинца, условно говоря, золото, а именно некого эликсира, который в первую очередь помог бы продлить жизнь вождям. Вот. Я расскажу, есть такое, конечно. У странников есть все технологии, которые вы даже и не мечтали. Технология бессмертия физического тела, безусловно, существует. Я ее расскажу. Она очень несложна. Берется окись или закись сурьмы, и человек принимает ее постоянно. Но для обычного человека эта закись сурьмы является ядом, но для человека с высокими вибрациями она не является ядом, особенно если он при этом еще частенько дышит не просто кислородом, а озоном. То есть окислительные процессы закиси сурьмы, которые происходят в организме человека, компенсируются вдыханием озона, чистого озона. Поэтому, когда кто-то из странников путешествует по миру, то он обычно курит трубку. Но там не табак, а там препарат, который дает чистый озон. Вот такое. Мы видим это у Елены Петровны Блаватской. Есть такая книга «Из пещер и дебри Индостана», где написано одного из странников, который путешествовал вместе с ней короткий период, он постоянно что-то курил. Ну как, не 100% времени, да, но периодически, так сказать, напитывал тело озоном. А вообще для странников нормально жить на высоте выше 5000 метров над уровнем моря. Ниже им тяжко. Почему? Таковы условия существования. На самом деле странник – это душа. Какое тело он выберет, ну, это другой вопрос. Но тут есть интересный момент. Как-то я попросил своего гуру, который является странником и который спас мне жизнь, могу ли я сфотографировать свою ауру? Даст ли он мне какой-то совет? Он сказал, да, конечно, можно сделать фильтр из стекла, нанести на него определенный состав, поставить перед фотоаппаратом, чувствительная фотопленка, выдержка в темноте, и, собственно, мы имеем фотографию ауры. Я это сделал, у меня получилось, классно. А затем он мне сказал, таким образом можно фотографировать не только ауру с помощью этого фильтра, но ты можешь фотографировать гостей, которые к тебе приходят, невидимых. Говорю, это как? Говорит, давай так, ты поставь фотоаппарат, сам стой там и фотографируйся, да? А я пошлю своего ученика, и он будет там по этому помещению перемещаться, а потом ты проявишь пленку и увидишь. Проявили и увидели. И этот гость был гораздо ярче, чем я на этих фотографиях. Это шар, реально, диаметром сантиметров, наверное, 30, в котором много ярких точек. Я спросил, что за точки? Он говорит, ну, ты знаешь, у человека есть чакры. У каждой чакры ей принадлежат нервные центры. И когда этот шар находится внутри нас, наша душа, то, соответственно, в этой душе есть соответствие всем этим нервным центрам. И за счет этого поддерживается духовная жизнь человека, духовное тело, или там, дух в нас. Да? А когда душа покидает тело, то он становится шарообразной. Как и все во Вселенной. Идеальная форма. Да. Но в этом шаре, тем не менее, есть эти же самые чакры и нервные центры, и просто вы их видели на этой фотографии. Причем это видно прям перемещение этого шара, то есть выдержка была там секунд 20, за это время он несколько раз совершил движение, и там прям видно, что он переместился. И раз мы с вами уже заговорили о оздоровлении, дают ли какие-то вот наставники, странники простые рецепты, доступные каждому человеку, которые можно применять каждый день в жизни, чтобы хотя бы чуточку, лет на сколько-то подольше в этом мире просуществовать с пользой? Надо сказать «да». Странники всегда заботились о своих преданных, о своих учениках и давали вполне себе медицинские советы. Больше того, даже обучали многим медицинским техникам. И, например, Парацельс был учеником странников. Известный факт, он ушел в Тибет, там учился и обратно вернулся и стал лечить то, что не мог вылечить никто в Европе вообще, в принципе. И есть его трактаты, где он описывал, что он делал. Я читаю эти трактаты, переведенные на русский язык, я вижу, что меня учат этому же самому. То есть,
ничего нового. Больше того, когда Христос обучал своих учеников, или Авиценна тоже основывал свою школу, это все технологии странников, технологии Махатмы Шамбалы. То есть инопланетян. Как поддержать свое тело, как исцелить других. То есть, ничего сложного. Иерофанты Индии также лечили, терапевты Древней Греции. То есть, это все школы, основанные странниками. То есть, те самые сверхзнания, сверхцивилизации, это все оттуда. Есть очень достаточно простые советы. Я могу сейчас их рассказать. И больше того, у меня есть клуб Парацельс. В телеграм-канале вашем, в клубе Парацельс, вы публикуете вот те знания, которые получили в результате экспедиции, общения вот с этими странными существами, которых мы называем странниками? Больше того, я даже применяю. То есть там есть прям закрытая часть, где я периодически провожу сеансы оздоровления по методикам странников. И у людей потрясающие результаты. То есть люди прям в течение часа-полутора этого онлайн-сеанса получают оздоровление, некоторые даже выздоровление. То есть вплоть до того, что там у людей онкология проходит, аутоиммунка успокаивается. Был случай потрясающий. У женщины была подтвержденная меланома, это рак кожи, такая блямба на щеке. Она пришла, посетила пару таких сеансов, раз в неделю проходит. И у нее все, эта штука высохла, отпала. Потому что была биопсия до этого, все подтвердили. Технологии потрясающие, и то, вот как Христос лечил, там чуть ли не одним взглядом, то, как Парацельс вылечивал, там практически мгновенно Авиценна, это те самые технологии. Просто насколько я сам силен, настолько их применяю. Но технологии те же самые. И я их прям демонстрирую там, поэтому каждый, конечно же, может прийти и убедиться. Ну и кроме того, описываю много статей, вебинаров, я провожу завтраки, например. Просто просыпаюсь утром, включаю телефон, Zoom, и пока завтракаю, отвечаю на вопросы людей по этим технологиям. И люди прям тоже в восторге, очень много для себя нового узнают. То есть такой живой поток знаний постоянных. И вот сейчас я летом пойду в Индию и в Тибет, и прямо оттуда буду тоже трансляции такие делать. То есть там связь плюс-минус везде есть. Но опять там же есть расписание экспедиции, то есть любой желающий, кто захочет присоединиться вот к этим познавательным экспедициям, может всегда найти что-то себе интересное, и когда он может с вами поехать. Да, само собой, там уже много чего расписано, много чего уже занято, но какие-то свободные места еще есть. Но вопрос ведь в том, что нужно подготовиться, чтобы не впустую съездить. Да и вообще, как я уже говорил, если человек просто из любопытства придет, то может закончиться печально все. Поэтому не надо готовиться, надо изучать, кто такие странники, вот эти вот Махатмы Шамбалы, а что за технологии. Больше того, у меня есть обучение целительству, например, по технологии, вот по этим самым технологиям странников. И у многих людей получается. То есть можно приобщиться к этому, ко всему, попробовать. То есть прежде чем покупать билеты и лететь в Тибет, нужно сначала понять, а ты там вообще нужен, а ты там тот человек, которому там будут рады эти самые странники. Может быть, надо что-то сделать с собой для начала, а подготовиться как-то морально. Тот самый духовный аромат, о котором я говорил, надо, как-то был духовный, а не просто обыкновенный. Странники очень не любят обывателей. Они все-таки больше любят ищущих, причем не эгоистичных ищущих. Это такой вот нюанс, который, знаешь, для многих сразу так бомба, это отсечка, да? Человек эгоист, или он обыватель, или он просто хочет каких-то разнообразных удовольствий, впечатлений, все сразу мимо. Это не сюда. Идите в Кайлаша, если вы хотите в Тибет. Там как бы уже давно никого нет, хотя были. И ладно, такое стало место для туристов. А вот эти места сокровенные, туда нет. Я помню, мы все время, когда экспедиции по аномальным зонам проводили, у нас в Пермском крае такая аномальная зона Малёбка есть. И вот вечером сидишь, у костра люди говорят, а вот мы хотим сходить в такое место силы. А ты уже понимаешь, ему туда не надо. Потому что если он пойдет, у остальных вообще ничего не получится. А к чему я это говорю? Я же понимаю, что людей очень много желающих с Дмитрием Раевским поехать и увидеть что-то интересное, то, что он на себе прочувствовал. Ведете ли вы все-таки какой-то первичный отбор? Причем как-то так мягко, чтобы люди не обиделись. Или как-то все-таки их подготавливаете? Потому что всегда очень сложно отказать. Люди-то обижаются, не понимая, что они не готовы. Да, в обязательном порядке со мной могут пойти только ученики моей школы метафизики. У меня есть канал метафизика, в нем есть закрытая часть, есть школа метафизики, где мы прям обучаем. У меня есть прям несколько моих помощников, наставников, которые прям натаскивают людей, обучают. В офлайнах мы делаем периодически такие
про кемпы мы их называем, это вот только для учеников нашей школы, где мы прям погружаем, прям очень крутые мощные практики, так, чтобы у человека просто вот крышняк поехал, чтобы освободил место для нового. Вот. И мы смотрим, как себя человек ведет, что он из себя представляет, и если да, ну, если он приятен, этот человек, если он не махровый эгоист, а действительно ищущий и тянется, то там можно. Если нет, ну, не прошел проверку, давай на следующий круг. Такое тоже случается и не так уж и редко. Поэтому да, священные места, великие странники, они, конечно же, рады людям, но не всем. А не может так получиться, что человек, приходя вот в такие места, ну, скажем, филиалы Шамбалы, на самом деле их же много по миру. Было. Смотри, около 100 лет назад все закрылись. И я прям расскажу сейчас про это. Около 100 лет назад началось то, что мы называем Армагеддон. То есть странники давно уже, около миллиона лет назад, разделились на светлых и темных. Ну вот, две армии. И даже в христианстве мы знаем, там, архангел Михаил возглавляет светлое воинство, а сатана или Сатурн, или Сатан, который бывший Люцифер, возглавляет темное воинство. И вот они схлестнулись. И накануне этой битвы, около 100 лет назад, все филиалы Шамбалы были закрыты и точка. Почему? Потому что битва была настолько чудовищная, настолько мощная, что даже на Шамбалу физически были совершаемы нападения толпами зомбированных там граждан. И даже на башню Чунг лезли. Вот настолько это все в физическом мире, не только в тонком. То есть люди не знают такой большей части истории. Потому что такое история? Это битва между волшебниками светлыми и темными. А все остальное, вся история строится вокруг них. Это эхо, такое последствие этих битв. И вот вся Вторая мировая война – это эхо, последствия этой битвы Армагеддона, которая в те времена протекала и в надземном мире, и в нашем физическом плотном мире. Поэтому Шамбала закрыла свои филиалы, потому что не могла бы их удержать, они были бы уничтожены. Там все было по-взрослому. Но Армагеддон закончился. Закончился он в 1949 году. Слава тебе, Господи, длился 14, почти 15 лет он длился. И все, он закончился, но с тех пор, скажем так, еще толпы темных волшебников оказывают свое влияние, периодически пытаясь воссоздавать такие островки зла. Вот как мы знаем, бывает там ашрамы Шамбалы, это такие центры добра, школы мышления, школы волшебства, да? Но есть и очаги зла. Например, мы знаем, что темное волшебство значительно усиливается, когда насилуют детей, когда педофилия процветает, когда убивают детей в жертвоприношениях. Вот не так давно были открыты файлы Эпштейна, где на его острове были ритуалы, где приносили детские жертвоприношения, насиловали детей, убивали и даже съедали. Да? Почему? Откуда им это в голову пришло? Это штатные ритуалы темных волшебников для значительного усиления своих оккультных сил. Вот. Это не просто так, это не люди придумали. Это, собственно, появился какой-то мощный темный волшебник, который, собственно, их этому научил, взял их в свои последователи, создал на их базе свою такую вот ячейку и там вот усиливал себя и их. И все в мире есть антитеза добра и зла. Все разделяется. И так же, как светлые делают школы, так же и темные делают свои. То есть, получается, есть и белые, и черные Шамбалы? Фактически, да. Они существуют. Ирина Рерих об этом писала 100 лет назад, что центр темной Шамбалы переместился в Бостон, Америку, США. Подземные храмы, которые были созданы масонами. Они были захвачены и используемы для этих целей. А затем влияние на истеблишмент США привело к тому, что практически вся верхушка США стала творить это вот зло. И мы сейчас видим, кто посещал этот остров Эпштейна и участвовал в этих оргиях, в жертвоприношениях, поеданиях. Билл Клинтон, Гейтс, Обама, да, и так далее. То есть вся верхушка безнравственная вот это вот. Соответственно, также они поступали со всем миром. И опять-таки читаем записки Эпштейна. Ротшильд, он писал, что вот сейчас на Украине мы начали войну с вами вместе, мы ее проинвестировали, и теперь у нас будут огромные возможности в смысле похищения детей и женщин. Да? Вот такое. Или Берлускони, например, знал про них.
про этих ребят. И когда он получил приглашение на свой остров, Берлускони ответил: у меня в моем жилище есть прекрасное вино, и приходят прекрасные женщины, которых не надо для этого похищать, чтобы как бы ими пользоваться. Так что весь мир это знал там, да, и это и есть самое настоящее зло, и те, кто стоят за этим, самые настоящие бессмертные. И вот между Шамбалой с одной стороны и этой тьмой с другой стороны, вот, собственно, все столкновения. Я вам больше скажу. Когда только начался развал Советского Союза, приезжали американцы и британцы, они почему-то очень сильно выступали против Русской Православной Церкви. То есть хотели всячески ее закрыть. И посмотрите, что произошло на Украине во время этой войны. Закрыли. Да, все-таки сделали. Почему? А потому что в Русской Православной Церкви есть еще устои, которые позволяют людям держаться света. То есть не утопать в тьму, позволяет не доверять вот этим вот темным иерофантам, темным волшебникам. Понимаете, а доверять светлым. То есть то, что заложил великий Сергий Радонежский, в нас еще живой, еще где-то теплится этот огонь. Поэтому эту Русскую Православную Церковь как раз таки темные хотели уничтожить. И есть множество свидетельств тому, как приезжали британские, американские советники и сетовали, что нужно с этим православием закончить. И когда началась эта война на Украине, тоже один сенатор, уж не помню, кого зовут, неважно, тоже сказал, что это война не между Украиной, Россией, Америкой, это война против православия, которую нам нужно растоптать и на Украине, и во всей России. Мы это будем делать с помощью нашего оружия и украинских братьев, которые решили нам в этом помочь. Понимаете? То есть, по большому счету, это то, о чем я говорю, что все войны, это, по большому счету, одна большая религиозная война между темными и светлыми. И хорошая новость в том, что война-то заканчивается. То есть, сатану грохнули, его приспешников одним с другим, как клопов, раздавливают. И постепенно, вот даже опубликование файлов Эпштейна, где видно, что это настоящие сатанисты, да, делали свои ритуалы. Ведь их за это теперь осуждают. Если бы они не проигрывали бы, то про них никто ничего не говорил бы, потому что всегда они держались в тени. Как сказал один средневековый философ, что великое достижение сатаны заключается в том, что в его существование никто не верит. Значит, он может творить все, что хочет. А раз уже раскрыли, рассекретили и рассказали про весь этот сатанизм, значит, та темная сторона уже проигрывает. Дмитрий, я прям чувствую, у меня сейчас там наши зрители, отрываясь от попкорна, сказали: так, погодите, сатану грохнули, можно об этом поподробнее? Смотрите, есть дневники Лены Ивановны Рерих. И был такой профессор Лосев в МГУ, который защитил диссертацию. Эти дневники стали историческим документом, на базе которого защищают диссертации. И вот в этих самых дневниковых записях Елены Рерих мы читаем, что начиная где-то с 1932 года начался Армагеддон. Закончился где-то в районе 1948-1949 года. Полностью закончился. Он шел в надземных слоях, где с одной стороны был архангел Михаил и его небесное воинство, с другой стороны сатана, его небесное воинство. У Николая Рериха даже есть картины такие, которые называются «Армагеддон». Смотрите, это очень интересно. И в результате этой битвы архангел Михаил в огненном теле, в теле света, вышел на битву с Люцифером и уничтожил его полностью. То есть тот перестал существовать, а армия сатаны, это миллиарды душ темных, разбежались и продолжали там где-то как-то гадить. Периодически возникали школы темные с этими оргиями и детскими жертвоприношениями, и так далее. Это произошло в 1949 году. И поэтому постепенно мир стал все светлее и светлее. То есть все больше свобод, все больше поисков каких-то, все больше гайки раскручиваются потихонечку. То есть раньше людям говорили: веруйте так, и по-другому нельзя. Сейчас каждый может искать свою веру, каждый может искать себя в творчестве. Как-то государства тоже получили больше политического самоопределения. Потому что смысл тьмы – это всегда заставлять, а смысл света – это всегда искать. Был такой человек Достоевский, и он писал «Братья Карамазовых», причем писал, когда уже стоял одной ногой в могиле. И там вот в «Братья Карамазовых» есть потрясающий рассказ, внутри рассказа, о том, как Христос пришел и встретился с великим инквизитором. Не читали, нет? Потрясающий момент, 5 страниц всего лишь. Я коротенько перескажу, уж позвольте мне. Смысл в том, что идет Великая инквизиция, костры инквизиции жгут еретиков, аутодафе, Испания, и тут вдруг идет ропот.
по улицам, по толпам. Христос пришел. И действительно он идет, прикасается, всех исцеляет, мертвые оживляются. Он идет, улыбается скромной улыбкой, в простых одеждах, и все его узнают. Это он. Об этом докладывают великому инквизитору, и тот говорит: приведите его ко мне. Привели, говорит: это ты, я тебя узнал, в темницу. И все. Его, соответственно, в подвал посадили. И на следующий день инквизитор приходит к Христу, и они общаются. И вот их беседа – это самая сущность того, что есть добро и что есть зло. Вот самая тончайшая грань прям показана в этой беседе. Достоевский уже был одной ногой в могиле, когда это писал, поэтому он прозрел. Он прозрел самую сущность дуальности нашего мира. Так вот, основу того, что говорил инквизитор, он говорит: мы дали им зерно, но мы забрали у них право выбирать. Мы будем за них выбирать, а ты хочешь, чтобы они выбирали сами. Ты хочешь им свободу. Им нельзя давать свободу. Свободу даем мы только себе. И вот в этом вся суть. Когда тьмы много, то заставляет и не дает выбирать. А когда приходит свет, то он дает развиваться. Он дает нам эволюционировать и расти. Поэтому Христос и говорил своим ученикам: знаете же, вы боги. То есть он хотел, чтобы каждый человек стал богом, а не только он один. А тьма хочет, чтобы только они, темные рафаты, темные волшебники, были на коне, а все остальные просто мясо, которое им прислуживают. Поэтому детей на жертвоприношение, женщин в проституцию, там, всех кругом заставить себе служить, задача темных. А светлые – это всех сделать своими братьями и сестрами. Чувствуешь разницу, да? Отсутствие свободы – свобода. И вот в этом вот все. Мир стал после 49-го года гораздо свободней, потому что тьмы стало меньше. И скоро совсем растворится. А то, что происходит, периодически такие всполохи, как остров Эпштейна, ну да, судороги, они существуют. Последние очаги сопротивления, их тоже додавят. Давайте с вами для тех, кто нас уже давно слушает, попробуем все-таки составить чек-лист. Хотя на самом деле мы это уже проговорили в течение вот тех десятков минут. Чек-лист, простой чек-лист. Как определить светлое, как определить темное. Почему? Потому что сейчас в нашем информационном мире, особенно вот с развитием интернета, средств коммуникации за последние 20 лет, такие массы информации на людей обваливаются, что даже грамотный системный человек часто теряется. Чек-лист, светлый, темный. Как идти, как выбирать? Ну, самое первое, что можно сказать, духовность – это как езда на велосипеде. Если тебе легко, значит, ты катишься вниз. Потому что все настоящее дается с трудом. Ну, прям в прямом смысле слова. И об этом хорошо сказал Христос, что узкие врата в Царствие Божие. Вот. Поэтому больших усилий требуется для того, чтобы чего-то достичь, а там, где не требуется усилий, значит обман. Это просто ловушка. Это первое. Второе, всегда при всех обстоятельствах надо понимать, что задача света – это делать так, чтобы человек эволюционировал, чтобы он развивался, чтобы он рос, чтобы он выбирал свой путь. Потому что только свободная воля, священная свободная воля, развиваясь, дает человеку развитие целиком. Это два. В-третьих, мне очень понравился, как с вами Вивекананда сказал. Он был тоже учеником великих странников, великих посвященных. Он сказал, для того, чтобы развивалась какая-то душа, нужно, чтобы большая душа в нее пролилась. То есть сам по себе человек не может развиться, просто читая книги. То есть душа от этого не растет. Растет интеллект, но это не есть развитие. Вот именно тьма больше развивает интеллект, а свет больше развивает душу, сердце человека. Также, если говорить об отношении к людям, то тьма относится к людям просто как мясник относится к скоту. Да? Этих зарежу сегодня, этих зарежу завтра, этих послезавтра. То есть для тьмы человек – это просто материал. Ну, как на острове Эпштейна. Сначала делали детские жертвоприношения, а потом еще и съедали этих детей. Вот. Почему? Ну, потому что для них это просто средство для увеличения своей силы. Люди – это просто стадо. Да? Для светлых каждый человек – это потенциальный брат, потенциальная сестра, потенциальный Бог.
Вот в этом очень большая разница. Поэтому там, где действительно ценят человеческую душу и развивают ее, там свет. Там, где человек относится просто к материалу, которым воспользоваться, и либо развивают его интеллект, чтобы он лучше служил, но при этом забывают развитие души и сердца, там тьма. Такое. Елена Рерих говорила, что темные любят большие интеллекты, которые развились за счет сердца. Тоже такое. Ну и в конце концов, если уже говорить о странниках, кого они готовы к себе взять в ученики, а этот набор продолжается, то есть они всегда нуждаются в учениках. И многие, ну, некоторые из этих учеников тоже станут странниками однажды, почему нет? То для них очень важно вот эта вот бескорыстная жажда служения человечеству. Об этом очень здорово сказал один из главных странников, Будда, Шакьямуни Гаутама. Сказал: Бхикшу и архаты, знаете же, что тот из вас, кто не готов пожертвовать не только своей жизнью, но и своим незапятнанным именем и честью ради человечества, тот недостоин трансцендентальной нирваны. Понимаете, то есть готовность пожертвовать собой. Вот темные готовы жертвовать кем угодно, но только не с собой. А светлые волшебники готовы пожертвовать собой в любой момент. Такая отличительная особенность, да? Тот же Христос, он ведь пожертвовал собой. Хотя мог спокойно испепелить всех окружающих. Это просто взять и улететь. Он же ходил по воде, летал по воздуху. Не улетел же, когда его похитили. Почему? Потому что в этом был его план. Через свою смерть как бы напомнить людям о Боге. В этом его служение. И кроме того, тоже очень важный момент. Христос говорил своим ученикам: знаете же, только истина сделает вас свободными. Вот что такое истина? Это самый главный вопрос метафизики. Это как философский камень. То, что преображает человека при вкушении. Когда человек познал истину, то он освободился. Что такое свобода? Что такое истина? Вот в школах странников всегда это преподавали с самых первых дней. Потому что человек должен четко понимать, что он служит только истине. Даже Елена Петровна Блаватская на щите Теософского общества написала, что нет религии выше истины. То есть истина превыше всего. Что такое истина? Как ей обучаться? Это очень интересный вопрос. Однажды Платон шел по улице, и его встретил горожанин, сказал: ты Платон? Да. Я слышал, ты знаешь истину. Да, знаю, ответил Платон. Хорошо. А можешь мне ее показать? Нет, не могу. Почему? Возмутился горожанин. Платон ему ответил: в тебе нет органа восприятия истины. Сначала нужно развить в себе этот орган, а потом только с помощью этого органа ты сможешь узреть истину. Этот орган называется духоразумение или духовное ясновидение. Но это не ясновидение картин, а это когда ты можешь выбирать смыслы. Или, как индусы говорят, когда познающее, познаваемое и процесс познания сливаются в единое целое. Вот странники таким образом постигают Вселенную, ее законы, поэтому они старше нас, поэтому они бессмертны и всемогущи. И вот когда мы сможем в себе развить тоже орган восприятия истины, воспринять истину, то вот станем, как Христос говорил: знаете же вы боги. И вот странники этого от нас и хотят, чтобы мы все однажды постигли истину и, постигнув ее, преобразились бы настолько, что стали бы понимать вообще смысл бытия, смысл всего, стали бы богами, как они. Да? То есть не один единственный Сын Божий, а множество. То, к чему Христос тащил своих учеников, Будда тащил своих учеников, там, суфии тащат своих учеников, Кришна тащил своих. Все странники делают только одно. Они пытаются делать из нас таких же, как они. А темные делают наоборот. Они делают стадо рабов, которые будут им прислуживать. Вот в этом, собственно, разница. Поэтому светлые всегда организовывали школы мышления, где люди становились богами, а темные всегда организовывали центры оргий и жертвоприношения для того, чтобы усилить свои оккультные силы.